Всем привет! В этом коротеньком видео я покажу, насколько просто и быстро делается новый бот в Telegram. Через ботов можно общаться со своими пользователями, также боты могут реагировать на команды, показывать кнопки и много что еще. Сейчас мы создадим нового бота, которого затем можно будет подключить к системе Hotline, чтобы принимать заявки или удобно общаться со своими пользователями прямо из любого приложения Telegram с любого из своих устройств, не используя какие-либо веб-кабинеты. Итак, перейдем к созданию. Заходим в BotFuzzer. Это такой специальный бот в Telegram, который позволяет создавать другие боты. Да, все верно, боты в Telegram делаются также через бота. Здесь это нормально. У меня BotFuzzer уже открыт, но вам, скорее всего, придется воспользоваться поиском. Для этого переходим в поиск и набираем там BotFuzzer. После того, как BotFuzzer открыт, переходим в список его команд и выбираем команду New Bot. После того, как команда бота отправлена, он предлагает первым делом выбрать имя для будущего бота. Введем какое-нибудь значение. Например, мы делаем бота поддержки для некоторого сервиса 777. Что важно на этом шаге понимать, что это значение можно будет изменить в дальнейшем. На следующем шаге BotFuzzer просит ввести username боту. Это строка, которая не должна уже содержать пробелов и которая обязательно должна заканчиваться на слово bot. Также она не может содержать цифры в самом начале. Что важно понимать на этом шаге? То, что это значение в дальнейшем поменять уже будет нельзя. И вот здесь нужно хорошо подумать, как мы будем называть этого бота. Давайте введем значение вроде такого. Процедура создания нового бота успешно завершена. И в принципе на этом содержательная часть данного видео закончена. С полученным токеном можно переходить к процедуре подключения созданного бота к системе Hotline. Токен – это вот эта вот строка, которая выдается в сообщении. Достаточно кликнуть по этому токену, чтобы он скопировался в буфер обмена. Что можно еще сказать о BotFuzzer? В BotFuzzer есть другие команды. Одна из них – это команда MyBots, которая позволяет в любой момент получить список ботов и узнать их токены, а также отредактировать их параметры. Параметры у ботов, которые вам могут потребоваться сразу после создания бота, это установка юзерпика для бота, а также установка описания. Также для ботов можно установить описание, которое показывается до его активации пользователем. Итого, ботов можно создавать легко по любому поводу, а функционал их можно расширять практически безгранично, подключая с помощью токена этого бота к различным системам. Использование ботов часто гораздо удобнее использования своего личного аккаунта для связи с аудиторией. Например, можно ввести несколько проектов и для каждого из них сделать отдельного бота обратной связи. Это позволяет избежать бардака в личных сообщениях. Слабыми сторонами ботов является то, что с ботов нельзя писать первым другим пользователям Telegram, и начать общение с ботом пользователь должен всегда именно по своей воле. Например, также боты не умеют постить сторисы, но во всем остальном они весьма хороши. В следующем видео я покажу, как подключить созданного бота к системе Hotline и начать общаться со своими пользователями. Также ссылка на видео с подключением к системе будет в описании к этому ролику.